Всем зрителям моего канала большой привет! Это видео – мастер-класс по созданию текстильной игрушки собачки таксы. Дополнительный бонус – ссылка под видео на скачивание лекал для изготовления собачки со всеми обозначениями. Лекала, которые расположены в формате JPEG, легко можно перечертить в любом масштабе. Для этого я использую программу просмотра фотографий Picasa и монитор компьютера. Такую игрушку приятно подарить малышу, потому что она сделана из натурального хлопка. Сегодня я расскажу о том, как, имея небольшой навык в шитье, можно сделать собачку из ткани своими руками. Традиционно начну с материалов, которые были затрачены на изготовление данной собачки. Ткань хлопок двух расцветок, флизелин, кожзам черного цвета, холофайбер, 2 полубусины черного цвета, водостойкий клей, атласная ленточка, подвеска на шею, пуговицы 4 штуки, ну и, конечно, нитки. Ткань проклеиваю флизелином. Таким образом она становится прочнее, и когда детали будут наполняться холофайбером, поверхность их будет более ровной, без выпуклостей. После того, как нарисовала все детали будущей собачки, вырезаю их. У меня получилось 4 детали ручек, 4 детали ножек, 4 детали ушек, из них 2 детали из другой ткани и 2 детали туловища. Надо сказать, что у настоящей собаки есть только 4 лапы, но у моей таксы пусть будут ручки и ножки. Отмечаю исчезающим стержнем место для выворачивания деталей. Купить такой стержень можно, перейдя по ссылке в описании под видео. Сшиваю ручки, ножки, уши и туловище, сложив детали лицевыми сторонами внутрь. Перед тем, как сшить между собой уши, я прошиваю строчку по линии пришивания уха к голове. Таким образом, во время выворачивания деталей флизелин не отслоится и будет прочнее держаться верхний срез во время следующих манипуляций с детальками. Обрезаю по краю заготовки будущей собачки близко к строчке, примерно на 3 мм. Выворачиваю на лицевую сторону. Дальше нужно проутюжить их при помощи парового утюга. Хлопок во время выворачивания очень мнется, этот факт нужно учитывать. У ушек верхний срез подгибаю вовнутрь и проутюживаю на ширину 1 см. По краю уха рисую исчезающим стержнем линию, по которой будет прошиваться отделочная декоративная строчка. Для этой строчки я использую нитки зеленого цвета, предназначенные для вышивальной машины, но можно воспользоваться и нитками мулине. Нитку беру в 3 сложения. Закрепку делаю внутри ушка. Сметочными стежками прошиваю по периметру детали.
Расстояние между проколами иглы примерно 5 мм. Не обрывая нитки, потайным швом соединяю открытый верхний срез ушка. Ставлю закрепку и прячу кончик нитки внутри ушка. Когда готовы два ушка, приступаю к набивке ручек и ножек. Холофайбер отлично держит форму деталей. Наполняю плотно. Затем тем же потайным стежком сшиваю дырочку по линии проутюживания. Для сшивания использую прочные полиэстеровые нитки. Но можно использовать и другие нитки, только в несколько сложений. То же самое делаю со всеми ручками и ножками. Дальше наполняю холофайбером тело собачки. Носик собачки требует особого внимания, здесь просто руками не заполнишь. Я помогаю себе ножницами. В конце также зашиваю дырочку потайным швом. Дальше я отмечаю исчезающим стержнем места пришивания ушек. После того, как я сделала лекало при помощи компьютерной программы для этого мастер-класса, я указала места пришивания ушек. Поэтому тем, кто захочет самостоятельно сделать такую таксочку, достаточно будет просто перечертить линию пришивания ушка при помощи лекала. Самый интересный момент – присоединение всех деталей к туловищу. Чтобы закрепить нитку в начале линии пришивания ушка, я ввожу иголку чуть ниже, для того, чтобы спрятать кончик нитки в теле таксочки. Делаю закрепку и начинаю пришивать ушко. Сначала пришиваю лицевую часть, а потом внутреннюю часть уха к туловищу. Когда пришиты два ушка, при помощи пара утюгом убираю следы от красного стержня. Намечаю глазки. Напоминаю, что в доработанном лекале места для глазок уже отмечены. Делаю небольшую утяжку перед приклеиванием глазок. Далее при помощи водостойкого клея, его я набираю в шприц для удобства, приклеиваю две черные полубусины. Полубусины можно приобрести в магазинах для творчества, заказать через интернет или сделать своими руками. Как? Если вам интересно, дайте знать в комментариях, и я запишу мастер-класс по изготовлению полубусин для глазок игрушек в домашних условиях. Осталось совсем чуть-чуть. Для пуговичного соединения мне понадобится прочная нитка, примерно такая, которой шьют джинсы, пуговицы 4 штуки, у меня деревянные пуговички, заказанные на Алиэкспрессе, ссылка в описании, цыганская игла, интересно, почему ее так назвали. Как сделать пуговичное крепление в игрушках, проще расскажет следующая картинка. Когда ручки и ножки на месте, делаю носик. Выкраиваю носик из кусочка тонкого кожзама. Сшиваю, подрезаю близко к шву и выворачиваю на лицевую сторону.
Наношу водостойкий клей на кончик носика таксы и с внутренней стороны носика из кожзама. Надеваю деталь из кожзама на носик собачки. Осталось сделать ошейник. Для этого я использую небольшую подвеску для ювелирных украшений, предварительно надев на нее подходящую бусинку. У вас это может быть другая подвеска. Провожу внутрь атласную ленточку и завязываю сзади на шейке таксы. Подрезаю кончики атласной ленты близко к узелку. Закрепляю потайным швом узелок атласной ленты на задней части шеи таксочки. Несколько слов про хвостик. Так как эту собачку я шью первый раз в жизни, с самого начала совсем забыла про хвостик, поэтому только на последнем этапе я его доделываю, так сказать. А вообще, нужно хвостик сшить на этапе заготовки деталей, затем пришить его на этапе заготовки туловища. Он должен быть внутри сшитых деталей. После того, как туловище будет вывернуто на лицевую сторону, хвостик будет уже на месте. Итак, для хвостика мне нужна полоска из основной ткани, проклеенной флизелином. Я отрезала полоску длиной 25 см и шириной 4 см. Далее заутюживаю все стороны будущего хвостика на расстояние 1 см от края. Складываю заутюженными сторонами вовнутрь и прошиваю по краю. Готовый хвостик пришиваю потайным швом к туловищу таксочки. В итоге мне показалось, что хвостик получился задлинный. Я его обрезала примерно на 6 сантиметров. Кончик хвостика завернула дважды и потайным стежком закрепила. Ох уж этот хвостик! Вот она, моя красавица-таксочка. Создавала я ее для того, чтобы она приносила только позитив. А теперь несколько слов о том, что осталось за кадром. Как оно все начиналось. Следующий этап. И вот результат. Готовые лекала для гостей и подписчиков моего канала. Если вы сделали собачку по моему мастер-классу, поделитесь, пожалуйста, этой новостью. Благодарю всех за внимание. Дорогие рукодельницы и рукодельники, а также гости моего канала, если вам понравилось видео и было полезным, подписывайтесь на мой канал, оценивайте и жмите колокольчик. А у меня есть еще много полезностей, о которых хочу рассказать и показать. Всем пока!